Всем привет, дорогие друзья! Вы на канале Вектор, с вами Владимир. Сегодня на обзоре у нас Lexus RX 4-го поколения в рестайле. Конкретно это RX 300, да, то есть это 2-литровый турбовый мотор и на максималках, то есть прям максимальная комплектация. Что хотел бы по нему сказать? Вот внешне красавчик, прям вот внешне вау, да, но я все-таки считаю, что этот автомобиль переоцененный потребителем, да, и японцы этим воспользовались. Не настолько технологичный это автомобиль, как я себе представлял, допустим, за эти деньги. Давайте сразу немного по косякам. У нас здесь есть круговой обзор, да, есть передняя камера, грязная постоянно. Пошлите дальше. Здесь камеры грязные периодически. Следующий прям момент, косяк японцам. Нету доводчика дверей. Вот максимальная комплектация нету. Полазил, посмотрел, можно доустановить, но это уже все равно получится колхоз. С завода не делают. Смотрите дальше. Задняя дверь. Открываем. У нас максималка со шторочкой, да? Смотрите, шторочку достаем, ну, крючки, как во многих автомобилях это есть. Убираем, и никак ничем не закрывается вот это пространство. Блин, японцы, ну, у меня просто были немцы, у которых были шторки, ну, вот механические, да, и вы когда убираете, то есть раз там, ну, какая-то закрывашка такая эстетически классная. Погнали дальше. По выхлопу, задний выхлоп раздвоенный, да, все хорошо, все замечательно, но он не благородный, он не звучит благородно, как на дорогом автомобиле, да, то есть нету электрорегулировок. Смотрите, у нас максималка, 20-е колеса, все классно, все супер, красиво, но тормоза нормальные. Не могу сказать, что вау, да, то есть у меня был в пользовании там Porsche Cayenne, да, то есть там передние 6-поршневые, задние 4-поршневые, он прям тормозил. Это тормозит автомобиль, да, с учетом веса, да, он просчитан, все хорошо, но я бы сделал их чуть-чуть поострее. Тормоза по подвеске. Пневмы здесь не бывает, регулировки жесткости здесь нет. Обычная подвеска обычного кроссовера, не более того. Опять же, косяк, полный привод. Полный привод здесь он просто есть, да, то есть никакой технологичных внедрений в полный привод здесь не было и нет. Тронуться со светофора, вот сейчас у нас идет снег, классная, кстати, погода. Да, она трогается, все хорошо, но если куда-то съехать на природу, тут уже начнутся проблемы, трудности и сложности. Какого формата? Диагональ этот автомобиль не проходит, то есть если по диагонали два колеса зажмутся, или мы будем двигаться там в разрез колеи, да, то есть колею переезжать, он подвесится, будет стоять, буксовать, никуда не поедет. Сразу скажу про одноклассников, наверное, и по цене, и технически. BMW. Системой полного привода X-Drive едет классно, рулится классно, на бездорожье этот автомобиль уделает. Так же, как и Mercedes на Fomatic, Volkswagen на ForMotion и Audi Quattro, да, то есть знаменитые системы, то есть там классные полные привода. Японцы на Lexus не стали морочиться, не стали париться. И, друзья, немного про кредиты. Конкретно этот автомобиль, часть средств была взята в кредит, потому что автомобили выросли в цене, да, то есть в 2020 году эта машина стоила дешевле новой, чем она стоит сейчас на вторичке. Это реалии 2023 года, то есть рынок взлетел по автомобилям в космос, просто нереальные цены. Рынок запланили китайцы, которые постоянно идет какая-то реклама о том, что китайцы в рассрочку, автокредиты, какие-то классные условия. Я не увидел никаких классных условий. Я доехал в салоны, я доехал, пообщался с менеджерами, с кредитными отделами. Ставки там не маленькие. Благотворительностью никто не занимается. Банки благотворительностью вообще никогда не занимались. По автокредиту на самом деле очень много проблем. Первая проблема — автомобиль в залоге. Любая ситуация, обстоятельства, вы не можете продать. Вторая проблема — ставка средняя, она как и употреба, плюс-минус. Прям вот, ну, копейки, да, 1, 2, 3%, не более того. Плюс вам обязательно навяжут страхование жизни, вам навяжут страхование там самого кредита, они впихивают, карта помощи на дороге, на автомобиле обязательно каска.
И вот эти суммы, они вырастают в сотни тысяч. Понимаете? То есть, если машина там за 10 миллионов, они вам и 1,5 миллиона туда вбахают. Если машина за 3 миллиона, 300, 400, 500, 600 тысяч рублей, они точно вам туда вкинут. И какой это процент у вас получится? Дальше считайте сами, прям садитесь, берите кредитные калькуляторы и пересчитывайте всю информацию, что дают салоны. По багажнику. Смотрите, электропривод багажника, все, да, все хорошо, но очень долго открывается и слышно, как он открывается. Но все-таки вот до прям такого премиума сильно не дотягивает. Ну, мне не нравится, когда есть какой-то посторонний звук. Шторочка. Багажник, смотрите, 506 литров минимальный. Максималка там больше 1,5 кубов, если сложить второй ряд сидений. Очень высокий. Пневмоподвески здесь не бывает. Погрузка как бы только вот вверх, никакой ниши, да. То есть давайте посмотрим, здесь докатка. Ну, здесь уже все завалено, да, то есть все в этой докатке, типа органайзера для незамерзаек, такое пластиковое. То, что дешевенькое, они спрятали все вниз. Но нормальная, жесткая, да, закрывается, открывается, то есть кладем сюда все, что угодно. Коврик. Сиденья складываются из багажника, то есть можно сложить, да, вот два флажочка. Здесь у нас сбоку слева стойки САП, да, потому что музыка здесь установлена дорогая, Марк Левинсон, это максимальная комплектация. Подсветка багажника, смотрите, слева, справа диодная, на крышке багажника диодная. Японцы красавчики. Вот за эти приятные мелочи прям спасибо. Долго и шумно. Спасибо японцам, порог чистый. То есть дверь закрывает порог полностью, да, то есть спокойно прикасаемся, штаны у нас будут чистые. По двери, смотрите, куча уплотнителей, блин, молодцы. Шумка нормальная в автомобиле, прям хорошая. Зеркала заднего вида, обзорность достаточно хорошая, да, здесь у нас еще есть функция камеры 360. И смотрите, зеркало выставлено на дверь как прям клюшка какая-то. Смотрите, вот с этой стороны посмотреть, реально на клюшку похоже для гольфа. Не мешает. Я думал, что будет неудобно, непривычно, да, потому что зеркала обычно там к стойкам приляпывают. Нет, обзорность наоборот увеличивает обзорность, но я вам это покажу из салона. Вот оно, маленькое сердце этого японского автомобиля. Смотрите, у нас здесь под капотом 2-литровый мотор, 4-цилиндровый. Турбовый, 238 лошадей, 350 крутящего. Не самые выдающиеся показатели, но 350 это хороший крутящий момент, да. Машина в стоке не шитая, не чипованная, ну просто стандартный стоковый автомобиль. Динамика разгона 9,2 заявленная заводом, но сейчас зима, как бы возможности замерить, перепроверить эту информацию нет. В принципе, этот автомобиль не спорткар, да, но комфортный, то есть спокойное, комфортное ускорение. Я покатался, да, то есть по городу хватает, можно и похулиганить, где-то там поперестраиваться, да, то есть машина держится без пневмы, но подвеска ее удерживает. На трассе тоже комфортно, там в режимах и 160, и 180, как бы, ну, она держится за дорогу. Все хорошо. По коробке, смотрите, здесь обычный автомат, никаких там роботов, вариаторов и всего остального. Шестиступенчатый, максимально простой, надежный, классный вариант. На двигателях 3.5, двигатели шестерки, да, у них еще устанавливались. Там 8-ступенчатый автомат. И есть еще вариации гибридные. Они идут вообще на вариаторе, и я их как бы вот не рассматривал вообще к покупке, да, то есть вот мои друзья, знакомые, кто покупали, то есть, ну, нужно было максимально надежно. То есть это только автомат, и вот не налоговый экземпляр, это 2 литра турбо. По надежности данного агрегата, да, то есть двигателя, коробки, у меня у друзей, у знакомых есть такие автомобили, до рестайловые, да, то есть двигатель тот же самый, рестайл, до рестайл, с пробегами уже там по 150 тысяч, вообще никаких проблем, ни масложоров не появилось, да, то есть никаких-то просто там вообще технических проблем с двигателем, ну, пока нет, ни с турбиной,
Все хорошо. Поэтому я думаю, этот экземпляр тоже еще проездит очень долго, потому что у него пробег там около 50 тысяч всего. Как всегда, сделаю акцент, обращу на это внимание, да, потому что, ну, реально, 23-й год, он отличился летом своими дождями, потопами, да, то есть дороги у нас тонули, ливневки не справлялись, и было очень много там легковых кроссоверов автомобилей, которые после дождей уехали на сервис, поймав гидроудар, да, потому что воздухозаборник у них находился очень низко, а лужи, да, то есть затопленные дороги, как бы, ну, были реально очень глубокие. Смотрите, где находится воздухозаборник у Lexus. Мы много кроссоверов уже посмотрели, часть отсняли, да, вот выше я еще не видел. То есть он просто реально очень высоко находится. Фильтр, да, он уходит туда ниже, но здесь забор, то есть если даже будет какая-то волна, но это реально по фары. С учетом того, что, во-первых, дорожный просвет у автомобиля 200 миллиметров, да, то есть это хороший показатель для городского кроссовера. Это не серьезный какой-то там подготовленный внедорожник, да. Смотрите, ну реально здесь даже часть фар можно топить, и до воздухозаборника еще высоко. Классно, молодцы, продумали. Я сел сам за собой. Места в ногах просто огромное количество на самом деле. Очень много. Классные кармашки. Я уже неоднократно говорил, когда автомобили попадаются с сеточками, они просто напрягают, бесят, раздражают, они неудобны. Вот такие карманы пластиковые. А здесь резиночки просто. Хорошо пользоваться, удобно. Спинку можно откинуть. Все классно. Вот, максимально. Но в 90 градусов он не ставится. Потолок низковато. Смотрите, вот эта часть, она более низкая из-за панорамы, да. То есть здесь как бы с панорамой потолки всегда ниже. Подлокотник. Подстаканники. Ну, такие интересные. Сделаны, по крайней мере. Ну, это какая-то заначка у пассажиров здесь по-любому. По климат-контролю, смотрите, здесь он двухзонный, здесь просто воздуховоды. И больше ничего здесь нету, связанного с климат-контролем. Здесь подогрев второго ряда сидений есть, да, то есть лево-право, трехрежимный, розеточки 12 вольт, USB. Вот, и в принципе все. Шторки есть, но механические. Видела в других автомобилях премиум, да, опять же в пример приведу тот же самый Genesis GV80, да, то есть у них есть электрошторки. Блин, классно. Lexus, ну доработай немного, добавь этих мелочей, этих технологий. Есть классные моменты по двери, пока здесь тоже хотел показать. Как бы про эти стеклоподъемники вообще ничего не буду говорить. Кармашек. Вот это я видел такие карманы только на Audi A8. У меня был такой автомобиль, и мне это очень нравилось. Здесь вообще это классно, удобно. Сюда бутылочки ставятся, кладутся и куча всего. И доставать отсюда очень удобно. Молодцы, красавчики. Память сидений на 3 водителей. Друзья, хотел бы вообще отдельно сказать про вот этот блок кнопок, да, который находится около левой коленки. Он неудобный. Функции классные, они необходимы. Но расположение совсем неудачное. То есть японцы все-таки маленечко не доработали. Я бы эти кнопки перенес куда-то вот сюда под правую руку, либо частично раскидал даже в районе руля. Смотрите, у нас подогрев лобового стекла, блокировка межосевого дифференциала, камера кругового обзора, подогрев рулевого колеса, режим авто ближний дальний, то есть, в авто ставим, то есть ближний дальний на трассе она переключает у нас сама. Это проекция, включить-выключить на лобовое стекло, это комплектация, да, у нас такая, и багажник. Все, вот, и как-то непонятно, они скомбинировали подогревы, фары, полный привод, все сюда под левое колено. Зачем? По проекции тоже функция классная, но она автоматически не притухает в ночное время. Вот меня это немного напрягает. Я это могу сделать через бортовой компьютер, да, но это мне надо залазить, искать эту функцию и делать его более тусклым, чтобы не било в глаза. Я бы хотел, чтобы она делала это автоматически. Смотрите, вот сейчас немного прям по косякам. Вот руль, да?
классно, вот выглядит классно, красиво, дерево, да, то есть, ну, типа дорого-богато, но сразу минус, не подогревается дерево, подогреваются только вот эти кожаные части у руля, да, то есть обогрев руля он есть, вот эти части греются, дерево не греется, то есть, когда вы выезжаете со двора, вы крутите рулем, да, то есть, перехватываетесь периодически, попадаете на дерево, блин, оно холодное. Еще один момент, вот это все эти кнопки удобные, там мультимедиа, телефон, вот активный круиз-контроль, здесь регулируется дистанция, там удержание в полосе, хорошо все подсвечивается, но вот есть включение круиз-контроля, вот такой вот флажочек, он не подсвечивается, то есть вот эти вещи не подсвечиваются, да, вот ресет, где что находится, то есть покатавшись на этом автомобиле долго, да, вы привыкнете, да, вы это запомните. Но если, там, я не знаю, вы берете этот автомобиль, там, ну, он у вас в семье есть, там, раз в неделю, там, раз в 2 недели, то ночью не видно и нужно, как бы, приглядываться, чтобы увидеть, да, где рес, где сет. То есть, неудобно, недоработка, то есть, нужна подсветка обязательно. Подрулевые переключатели есть, мне кажется, ими никогда никто не пользовался и не пользуются, но они здесь есть, имеют место быть. Смотрите, еще по фарам хотел сказать, здесь есть режим только авто, габариты и включить фары. Просто совсем выключить, как во многих автомобилях, здесь нет. То есть они все-таки сделали акцент, да, что автомобиль пусть думает сам. Соответственно, датчик света, датчик дождя, здесь все присутствует. Вот он, кожаный премиум, да, друзья, смотрите, но вот я уже говорил, что, во-первых, эти кнопки неудобно расположены, а камера кругового обзора, вы посмотрите, пожалуйста, что это такое. Японцы, технологичная страна, что это такое? Да, это, так, ну это выбор у нас цвета автомобилей, да, давайте возьмем автомобиль, посмотрите, что это такое. Даже вот просто сравню автомобиль, который стоил всегда дешевле, это Genesis GV80. Камера кругового обзора намного круче. Вот просто круче. Да, здесь все работает, допустим, в сравнении с Китаем, да, которые, ну, не отзываются, нонсенсоры, которые не работают, которые постоянно глючат. Эти работают, но качество чуть-чуть не то. Это... Вы же позиционируете, что вот этот вот значок, шильдик Lexus, да, то есть как бы премиум. Блин, ну дайте, пожалуйста, премиум технически, чтобы технически это был тоже премиум. Я бы вот лично я хочу больше технологий. Но это что такое? Ну... И эту кнопку убрать куда-то сюда. Хотел бы сказать немного про безопасность. Автомобиль безопасный, да, то есть подушки безопасности здесь, колени, шторки. И немного внедрили японцы все-таки технологии. Попадал несколько раз в ситуацию, когда нужно выехать задом, рядом припаркованы автомобили, и я не вижу, да, слева-справа. То есть он всегда... Вот я включил камеру заднего вида, да, то есть включается круговой обзор, камера. Если кто-то будет слева или справа, то есть здесь будут стрелочки. И если будет человек, либо выезжать, машина двигаться, то есть этот автомобиль сможет сам остановиться. По эргономике этот автомобиль вообще проектировался и конструировался, наверное, все-таки больше прям для водителя, не для пассажиров сзади, не для перевозки какого-то багажа, груза. Да, это возможно сделать, здесь объемы позволяют, здесь везде хорошие материалы, да, то есть здесь везде кожа, действительно строчка прошитая, да. Здесь кожа, сиденье кожа, мягкая, тактильно приятная, но очень мягкая, мне кажется, не очень практично все-таки это будет, ну, на пробеге за 100 тысяч, а у нее состояние будет так себе по-японски. Здесь у нас старт-стоп кнопка, само собой разумеющаяся, да, то есть это все-таки премиум. Смотрите, вот ключ, ну простенько. Ну, японцы, ну совсем простенько. Да, значок, да, Lexus. Ну, блин, ну он такой прям... Сделайте что-то поинтереснее. Все-таки за такие деньги, сколько стоят эти автомобили, блин, хочется доработки в мелочах. Вот, они здесь есть, да, я вам сейчас вот тоже расскажу, покажу. Смотрите, вот в 4-м поколении в RX, да, в рестайле, здесь появился тачпад.
информативный, удобный, да. В Дори стайлах здесь был джойстик. Джойстик неудобный. Там стрелочка бегала, как бы не всегда попадала туда, куда надо, да. То есть сейчас у всех ноутбуки, да, все привыкли пользоваться вот этими тачпадами. И здесь есть обратная связь на палец, да. То есть если там функцию там выбрал, все, здесь такой раз, обратная связь в палец уходит, что все, да, то есть эта функция как бы, ну, и нажимаем, убираем, включаем, все работает, все классно. Дальше. Вот кармашек прорезиненный. Классно сделали, да, то есть я вот пользуюсь, я просто туда вкидываю телефон, да, то есть я вот его поставил, из-за того, что здесь резина со всех сторон, телефону ничего не будет. Ну, можно перевернуть, конечно. Смотрите, дальше у нас есть беспроводная зарядка, да, то есть телефон убрали, беспроводная, USB розетки, заглушечка типа прикуривателя, но, опять же, это дополнительная розеточка 12 вольт. По подстаканникам, смотрите, под маленький стакан, да, можно под бутылочку, смотрите, здесь утапливается вообще, то есть здесь можно поставить, ну, большую бутылку. Здесь блок режимов, да, но я бы на самом деле вот этот блок сдвинул и из-под левого колена кнопки вывел куда-нибудь сюда. То есть здесь мне было бы удобней. Здесь все в коже, да, то есть подлокотник, смотрите, блин, но он классный. То есть мне удобно, да, людям с разным ростом удобно. Здесь вот еще, кстати, тоже случайно нашел кармашек для заначки пассажира. Вот водитель про этот кармашек вообще не видит, не слышит и не знает. Это просто я был пассажиром в этом автомобиле, и я его увидел, да. То есть, а если бы вот просто я был всегда водителем и сюда не садился, я бы не знал, что здесь есть этот карман. Реально. По подсветкам тоже хотел сказать, это не новогодняя елка, это не гирлянда, как сейчас вот китайщина, да, то есть делает свои салоны, где вообще светится все, там какие-то эти подсветочки. Здесь все аккуратно, здесь аккуратная маленькая полосочка, в дверях около ручек полосочки, ноги подсвечивают, все. Не напрягает, необходимые части автомобиля подсвечены. По музыке хотел сказать, здесь максималка, здесь стоит Марк Левинсон установлен, звучит классно, реально музыка прям классная, мне очень понравилась. Шумоизоляция есть, да, то есть я всегда говорил, что у японцев нету шумоизоляции, но у эконом-класса, да, эконом-класса, я сразу поясню, это Mitsubishi, это Suzuki, это Subaru, это Honda, это Nissan, да, то есть вот подобные японские автомобили, это эконом-класса, и есть вот премиум, да, то есть это Lexus, Infiniti, Acura, ну и автомобили, которые идут прям непосредственно для японского рынка, то есть шумоизоляция реально здесь есть, она присутствует, но можно все равно чуть-чуть добавить. Вот, блин, ну не сделали они прям вот вау, что шумоизоляция однозначно, да, как бы пообщался с ребятами, сервисменами, да, кто вот занимается там доработками автомобилей, сказали, что очень много приезжает Лексусов, и все-таки их чуть-чуть дошумовывают. Прям их не надо там заново, да, то есть разбирать полностью и шумовать, но дошумовывать их нужно. Кнопочка, клавиша прям такая классная. Открываем. Здесь у нас USB, да, это выход на мультимедиа, да, вот флешка, розеточка. И смотрите, здесь есть классные подсветки. Вот раз подсветка, она прям лучом светит. Сейчас просто день, и она не передаст свет. Но вот ночью, когда катаетесь, открываете, да, вот прям лучиком раз и сюда направляет. И в передней части здесь тоже диодная лампочка. Ну, подсветка реально в бардачке внутри диодная, классная. Хотел немного сказать, как грамотно реализована панорамная крыша. Смотрите, вот панорама, да, есть дополнительный свет, когда я этого хочу. Я не хочу, чтобы был дополнительный свет в салоне. Приезжает замечательная плотная шторка, да, все. Без разницы, будет солнечный день или еще что-то, сюда лучи не попадут в салон. Это привет китайцам. Просто уже были у нас автомобили на обзоре с панорамой, да, где там обычная сеточка, даже при закрытой панораме, при закрытом вот этой сетке свет попадал в салон. Я не хочу. Вот Lexus сделали это классно, молодцы, красавчики. Кстати, еще один
Минус хотел бы сказать, вот сейчас завел автомобиль, да, по поводу приборной панели. Информативная, информация передается, знаки автомобиль видит, вот передает мне на бортовой компьютер, но не цифровая приборка, здесь стрелки. Смотрите, вот стрелочка, вот я на газ нажал, и обычная стрелочка, то есть это не прорисованная, это реально обычная стрелка. Это обычные колодцы. Единственный плюс, что здесь, я говорю, в комплектации есть проекция на лобовое стекло, и скорость, и основные данные мне передаются на лобовое стекло, и мои глаза сюда опускаются очень редко. Я хотел сказать про активный круиз-контроль. Вот здесь эта функция есть, но она есть только вот в максималках, да, в комплектациях попроще ее нет. Я этой функцией уже пользовался на этом автомобиле, периодически беру этот автомобиль там покататься по каким-то своим делам. Смотрите, автомобиль удерживает себя в полосе сам, автомобиль держит дистанцию до впереди идущего, она регулируется, эта дистанция, да, то есть меньше, больше, трасса, город, то есть я уже все это попробовал, потестировал, и это работает. Автомобиль в пробке сам останавливается, сам трогается, ну, когда привязывается к автомобилю. И я в этом автомобиле спокоен и уверен, да, что она остановится, что она поедет, будет хорошо. Это привет китайцам. Я недавно заехал в салон китайских автомобилей, да, и пообщался с менеджером. Тоже они как бы внедряют свои эти технологии с активными круиз-контролями. И я просто вот напрямую задал вопрос менеджеру. Я говорю, вот вы на тестовых машинах пользуетесь, то есть, ну, вы как бы возьмете на себя ответственность, что я вот поеду с вами, мы включим эту функцию, что с нами ничего не случится. Он сказал, мы ими не пользуемся, мы их боимся. Это мне сказал человек, который, ну, продает китайские автомобили. Реально, и я боюсь, и у нас в Нижнем Новгороде уже был случай, когда китайский автомобиль попал в ДТП на активном круиз-контроле. Друзья, немного еще хотел сказать про кузов автомобиля. Да, заезжал к ребятам, которые занимаются вообще профессионально антикоррозийной обработкой автомобилей, и задал вопрос про данные экземпляры. Очевидной гнили нету, эти автомобили не сгнивают насквозь, да, но по низам спустя там 4-5 лет ржавчина будет присутствовать, да, то есть, ну, видимо, все равно химия, соли, да, на дорогах, реагенты делают свое дело, и машины все-таки начинают ржаветь, но не гнить, допустим, как китайцы из прошлого, которые я помню. Друзья, в заключение хотел бы сказать, что да, действительно, этот автомобиль переоценен потребителем. Просто кто-то создал вот этот эффект вау, Lexus. Вот красивый, реально, мне очень нравится. Вот внешне прям красавчик. Передняя часть сбоку, задняя часть, свой стиль, узнаваемость, все супер. Но лично мне за эти деньги не хватает технологий, да. То есть я уже все перечислил, там полный привод, там, ну, много-много-много недоделок, минусов и косяков. И в этот же момент все-таки есть и плюсы, да, то есть, ну, так как я вам уже рассказывал, там хорошая шумоизоляция, кожа в салоне везде, там приятный тактильно потолок, ручки все приятно тактильно. Знаете, на балансе получилось, и все равно я буду считать, что это переоцененный автомобиль. Он хороший, но он не должен стоить этих денег. В любом случае есть конкуренты, достойные конкуренты этому автомобилю. Но в наших реалиях 2023 года, когда рынок заполонили китайцы, вот этот вариант намного интереснее любого китайца, вот это премиум сегмента. Я буду стараться их искать, находить, снимать, показывать вам всю правду. Вы были на канале Вектор, с вами был Владимир. Всем пока, до новых встреч!